Здравствуйте, дорогие друзья! Это проект «Бизнес-номады». С вами Марат Ижанов Привет. и я, Серий Какишев. В нашем проекте мы говорим о бизнесе и стартапах. Первая тема, собственно, так и называется – бизнес или стартапы, в чем разница. Но прежде давай, Марат, мы, наверное, представим нашим зрителям друг друга по очереди. Начнем с тебя. Марат Ижанов, владелец инкубатора стартапов. Марату 49 лет, свои первые бизнесы он начал в 16 лет. В 1996 году уже продавал офисную технику через интернет. В 2005 создал международную веб-студию, которая вся работала на удаленке. 5 лет был трабл-шутером, то есть спасал бизнесы от закрытия. И в последние 2,5 года стартапер и диджитал-номад. Участвовал в запуске более 100 бизнес-проектов, среди которых Казахру, Эйр Астана, Казком и Марвин. Отлично. Красавчик! Так, Так, Серик, да. предприниматель, журналист, ведущий, продюсер, медиаэксперт, блогер. Еще подростком начал писать заметки в газеты, журналы, параллельно с учебой на журфаке работал на радио, клубах и ТВ. Вел, продюсировал десятки программ, самые запоминающиеся «Кто возьмет миллион», это «Кто хочет Да, стать миллионером», да? Совершенно верно. Суперстар КЗ, Централ Азия, Год. Central Talent. Asia's Got Talent, да. Да. Первый бизнес открыл в 2005 году. Мгм. Это была успешная ивент-компания с 2012 года, производство контента для ТВ и диджитала. В свои 42 года созрел для новых свершений, строя с партнерами международный холдинг в области медиа и не только медиа. Вот Совершенно мы и верно. вышли в интернет, да? Да. Вот как раз с этого давай, Марат, и начнем. Как раз это у меня личная просто заинтересованность. В чем разница между бизнесом и стартапами? Точнее, Сразу с между этого, да, бизнесом и начнем. стартапом. Ну, Ну смотри, я уже 30 с лишним лет бизнесом занимаюсь в разных ипостасях. так. Последние 2,5 года стартапами. И вот только сейчас понял разницу. Мгм. Представляешь? То есть для этого потребовалось вот такой путь пройти. И разницу я вижу в том, что есть бизнес направлен на получение прибыли, а стартап направлен на увеличение стоимости компании для ее дальнейшей продажи. Ну, Вот и когда мы всё. до этого общались, ты использовал еще более яркую формулировку. Помнишь про рост? Да, вот как раз ключевым является, что стартапу необходим быстрый рост, потому что стоимость компании определяется ее будущим. Так. И если рост вот так выглядит, линия, то, соответственно, это экстраполируется вперед лет на 5. И тогда, чем быстрее рост, тем больше стоимость. Получается, что если бизнес не растет, например, больше, чем на 300% в год, то его нельзя назвать стартапом, так? Нельзя назвать стартапом. Вообще бизнесу очень трудно расти настолько. Бизнесу в 2 раза в год расти трудно. Поэтому они по-разному строятся совершенно. Стартап – это постоянные изменения. Мгм. То есть вот эта вот гонка, Да. она предполагает совершенно другой подход. Так, ну давай тогда, раз уж название у нас сегодня бизнес или стартапы, в чем разница, то начнем все-таки говорить о бизнесе. Получается, если из этой логики исходить, как будто бы складывается впечатление, что бизнес это хуже, чем стартап. Нет, это же не так. Ну вот тут очень интересный разговор, потому что нет понятия хуже, лучше. Есть понятие, что лучше для тебя. Для Так. тебя, как руководителя, фаундера и так далее. Кто-то не очень любит риск. Соответственно, наверное, это для него больше бизнес. Хотя бизнес тоже это риски. Мгм. Но можно построить более-менее нерискованную историю. Так. А со стартапами это всегда риск. И причем он очень большой. То есть если ты по своей натуре не готов на себя брать риски, то ты будешь всегда осторожничать, двигаться медленно. А в стартапе нужно, рвать, метать. И все время пан или пропал. Хорошо, теперь давай о втором очень важном факте, собственно, главном отличии, связанном с ростом. Но, кстати, прежде к нашим зрителям обращусь. Ребят, я когда готовился к этой встрече, использовал такой квиз, да, вопрос этот, в чем отличие бизнеса от стартапов. Никто не сказал про рост. Потом, когда мы глубже погрузились в тему, оказалось, что, в принципе, те вещи, которые озвучивали там коллеги за столом, они тоже имеют право на жизнь. Поэтому в комментариях напишите вот ваше мнение по поводу отличия бизнеса от стартапов. Так вот, про рост и про бизнес. А, Первые шаги, модель, различия постройки дела, бизнеса или стартапа? Ну,
Давай так. Хочешь, нет, ну Есть, хочешь, есть, смотри, мы же с тобой, у нас же не интервью, важно понимать, да, да, друзья, да, то мы есть к просто нам на дискутируем, интервью да. вместе приходят, к нам приходят люди на прожарку, так сказать, и мы сами у них спрашиваем, а здесь мы беседуем, поэтому если ты считаешь, что я неправильно формулирую вопрос, ну давай Ну, очень по-другому. правильно. Так, Просто есть, скажем так, разделим. Есть бизнесовые стартапы и не бизнесовые. мгм, Так как стартап это такая как будущая история, поэтому там все в будущем, и сейчас потрогать очень мало что есть. мгм, И поэтому по-хорошему, да, и бизнес, и стартапы с самого начала должны получить бизнес-модель, а потом уже ее реализовывать, да. Бизнес может реализовывать медленно, относительно медленно, спокойно и захватывать какие-то определенные рынки. Стартап изначально должен такую строить бизнес-модель и продукт, чтобы он мог масштабироваться очень быстро. Очень быстро — это в 10 раз в год. То есть, как-то у тебя так шаг сейчас быстро с 3 до 10, а то и нет, больше. 3, ну, от 3 это минимум. То есть меньше Да. 3 это уже не стартап, Мгм. потому что он не растет. Так, А по-хорошему 10. Ну, цель какая? Давай начнем сначала. Цель. да. Если ты хочешь спокойно, скажем так, утром вставать, пить чай, идти на работу и вечером возвращаться, и чтобы у тебя была стабильность и так далее, бизнес. Если ты хочешь драйва, какого-то, вот, не знаю, что завтра и так далее, то у тебя есть вот такая внутренняя потребность бежать куда-то, да, то, соответственно, это уже получается стартап, и тогда все строится по-другому. Поэтому все зависит от цели. Давай возвращаемся к цели. Так. Если цель сделать быстро, там, за несколько лет, за 3-4, максимум 5 лет, в дорогую по стоимости компанию ее продать, вот это стартап. Хотя никто не мешает и бизнес продать. Ну, просто я, например, мне очень просто говорить обо всем этом, потому что все на своем опыте. Да. Я в свое время не продал 2 бизнеса, именно потому что с самого начала об этом не думал. То есть казалось, что такая корова нужна самому, и это Мгм. будет все вечно продолжаться и так далее. На самом деле цикл для бизнеса 5-7 лет, потом надо либо его апгрейдить, менять полностью, либо продавать. Со стартапами это изначально заложено. То есть ты делаешь так, чтобы продать. Поэтому цель продать, из-за этого поэтому наращивается стоимость. Так интересно, ты меня сейчас знаешь, на какую мысль натолкнул? Я готовил там ряд питчей, там презентаций по ряду стартапов своих собственных. И я в конце указывал, как бы, да, что типа мы будем так офигительно расти, Да. и, соответственно, там инвесторы там пассивных и далее раундов будем все ждать стратегического инвестора. Либо я все-таки указывал, типа, может быть, мы все в нем останемся. Значит, я ошибался, мы в нем не останемся. Ну, а как ты будешь деньги? Как ты будешь обкашиваться? Ты отдашь свою какую-то часть доли, так или иначе. Дело в чем? Стартап продается уже на ранней стадии. То есть ты же доли продаешь с самого начала, там идешь по раундам, Мгм. там уже бизнес-ангелу, потом сид, пресид и так далее, A, B и так далее. Это все отдача долей. Это как раз продажа с самого начала. Мне так нравится наш формат, который мы с тобой задумали, потому что, мне кажется, что-то интересное в нем могут почерпнуть и те, кто уже в теме, и те, кто еще только, так сказать, готовится, да. Поэтому Ну, давай, наверное, все-таки о некоторых, пусть, дорогие друзья, те, кто уже глубоко в теме, возможно, сейчас это для вас прозвучит букварем, но лишний раз напомнить не помешает про раунды стартапа. Мы немножко поговорили о бизнесе, теперь про раунды в стартапах, в жизни стартапа. ну, давай по порядку. Сначала так называемый FFF. То есть кто вкладывается в какую-то новую идею, безумную там, и так далее. Почему Мгм. безумную? Потому что она должна быстро расти. Причем и она будет расти быстро, когда этого еще не было, это неизвестно еще, будет работать или нет и так далее. Вот оттуда идут риски. На этой стадии вкладывается так называемый FFF. Это Family, Friends и Fools, да? Да, Дураки. дураки. Что ты на меня показываешь? Я показываю, что ты понимаешь, Да, что это довольно часто происходит. да. Это какие-то там первоначальные вложения, там, не знаю, $10 000, там, может, 5. Ну, Да. то есть для того, чтобы что-то начать,
Хотя на самом деле моя концепция, стартапер на меня наверняка будет смотреть, Да. тезис сейчас сразу вброшу, который я потом дальше буду часто развивать. Для того, чтобы стартануть и бизнес, и стартапы, не нужны деньги. Вот большинство людей тормозит вот этот момент. Сначала мы найдем деньги, потом думаем, что делать. Не надо. Чтобы построить бизнес-модель, чтобы начать работать, не нужны деньги. Поэтому вот этот ФФФ – это часть свои, часть вот эти друзья, с которыми ты вместе все это делаешь. Да. И все начинает крутиться. Потом подключаются бизнес-ангелы. Это, там, может быть, 10, 20, 100 тысяч долларов. Они подключаются уже. Почему они называются бизнес-ангелы? Потому что еще это все не превратилось в какой-то работающий бизнес. Вот, но уже что-то есть, они как-то поднимают тебя Да. через вот эту так называемую долину смерти или через вот этот гэп, когда ты еще не начал деньги получать, а твои деньги уже кончаются. Мгм. Вот. Это раунд, на самом деле, пресид называется, или просто там раунд для бизнес-ангелов. Вот. Потом дальше Сид. пресид, сид. Да. Разница между ними небольшая. Напомню, Там, может быть, пресид, в смысле сид в данном случае имеется в виду слово перевод слова посев, посев. Да. да. То есть это вот когда есть множество идей, они там как-то себя показали, прошли, валидировали свою идею. Валидировали, это значит, кому-то было продано. Ну, это отдельно поговорим, это целая история, Да. которая называется КАЗДЕВ, это долго говорить. Короче говоря, вот где-то там, может быть, 200, 300, 500 тысяч долларов – это пресид. Я сейчас говорю международной оценки. Так. Да, то есть не надо привязываться к какому-то локальному рынку, там есть особенности. Вот. Дальше сид, вот, это там около миллиона. И там пошло-пошло. Вот эти истории, потом которые A, B читают и A, так B, далее. C. Да. Здесь надо понимать, что когда вот мы уже дошли почти до конца, а это в среднем до единорога, к которому все стремятся, это Да. $1 миллиард компания. Мгм. Среднее время до единорога – это 5,7 лет. Вот. Соответственно, ну вот так вот все это распределяется. Можно даже табличку посмотреть, как это распределяется. На ранней стадии, вообще всего есть 2 стадии, ранняя и поздняя. На ранней стадии очень высокие риски, то есть просто фактически фантастические. Да. Почти 100%, что ничего не получится. И дальше уже, дальше переходит, когда на позднюю стадию, там фактически уже более-менее Там даже все и работает. институциональные инвесторы. Да, могут себе уже позволить дальше заходить. подходит, после сида, пресида подходят, соответственно, большие фонды и так далее. Здесь важный момент, который Давай. очень мало кто знает, и это имеет в виду. Все говорят про единорогов, и все говорят там про IPO и так далее. Ну, фактически это одно и то же, чтобы быть Да. миллиардной компанией, надо выйти на IPO, да? Это всего 2% экзитов. 98% экзитов – это M&A, то есть продажи стратегу, не стратегу и так далее. То есть продажи по дороге, по ходу. Да. Поэтому не обязательно стремиться к единорогу, хотя это такая Это всех такая стартаперов такая сверхидея, цель, да. мечта, да. Да. Можно продаться раньше и вполне очень даже хорошо. И сейчас ты знаешь, у меня на этот счет есть термин, мы отдельно его там как-то Какой? прокачаем. Пегасы. Да, слушай, это у нас затравка на один из следующих выпусков. Запомните это слово. Пегас. Вернемся к разбору разницы между бизнесом и стартапами. Потому что, опять-таки, никто не говорит, дорогие наши зрители, предприниматели, стартаперы, бизнесмены, просто интересующиеся люди, о том, что бизнес – это плохо, в отличие от Нет. стартапа. Это Вообще нет прекрасно. понятия плохо, хорошо. Так. Ну, как это, теплое с мягким, Мгм. не путать. Да. И стартапы хорошо. Мало того, еще один момент. Вообще наша речь, наши разговоры будут вокруг, в большинстве случаев, когнитивных искажений. То есть искажений реальности, когда есть общественное мнение на какой-то счет, Мгм. а оно очень далеко от реальности. Вот, например, знаешь средний возраст успешного стартапера? Так. 40. Да? 45. Да. 45. В большинстве случаев, что для нас представляет из себя стартапер? Это человек, который там, молодой, и там бывший студент или, не знаю, только что где-то Ну, работает. какой-то, да, вот этот Да, там есть стереотип. целая статистика, я отдельно потом приведу. Такой стереотип.
На самом деле люди, нормальный путь пройти от бизнеса, чтобы он уже Точнее, от найма надоел, до бизнеса. а потом идти уже к стартапам. Да. Почему? Потому что ты уже научился продавать, научился все это делать. Ну, у меня так было. Мне просто надоело уже 20-й раз делать бизнес. Это уже, как говорится, не вштыривает. Ну, а стартапы — это постоянно движуха. Получается, давай, может быть, сейчас такое предварительное резюме сделаем, потому что мы решили, дорогие друзья, делать наши выпуски, ну, такими, во всяком случае, в первом, да, полусезоне компактными, и поэтому иногда, возможно, где-то по вершкам будем проходить, но все-таки будем стараться и до глубинных каких-то моментов добираться. Ну, давай такой, значит, во-первых, разница между бизнесом и стартапами в росте. Стартап создается для того, чтобы быстро, мощно расти и стоить много денег компания, а бизнес для того, чтобы хорошо зарабатывать и, может быть, там, получать даже удовольствие какое-то от жизни. Ну, если Да. в этой терминологии. Да, в этой терминологии еще один тезис, к которому я пришел. Бизнес, стартапы, по моей оценке, раз в 5 сложнее. Да. Вот именно поэтому нужно дорасти до возраста и дойти до них, а не просто с бухты-барахты взять. Почему сложнее? У бизнеса нет, то есть у стартапов множество атрибутов, которые необходимы для того, чтобы его купили. Отчуждаемость, то есть он не должен быть сильно персонифицирован, да? То есть если фаундер, все на него завязано, то как у него его купят? Да. Да? Потом множество всяких атрибутов, типа патенты, торговые марки и так далее. Ты в бизнесе можешь, в принципе, работать спокойненько, если тебя там Да. конкуренты не трогают, то все нормально. Команда понятная, прозрачная. От самого фаундера просто он должен быть звездой. У нас Так. будет тоже еще один, Да. можешь дать затравочку, да, про фаундера. Потому что он реально должен быть звездой, он многорукий, он все должен уметь и так далее. Бизнес может быть не публичным, он может быть спокойно сидеть в своей стартап нише. не имеет Стартап права. обязательно должен быть публичным, потому что он наращивает свое, как это называется, value, да, в том, что он у всех на виду, это невеста на выданье. Нормальный термин? Очень хороший термин. А слушай, ты сейчас не обломал ребят, которым там условно 20 плюс? А не обломал, потому что им все равно придется пару раз обжечься. Они нас в этом смысле слушать не будут. Да, Марат, ага, спасибо. Не, ну им придется обжечься. То есть Да. у них какие два варианта? Либо прогореть пару раз, и при этом у них их ценность возрастет. Вот в Штатах человека, который Не банкротился? не банкротился, он непонятно какой. То Да. есть это как в боксе. Ну, ты боксом занимался, нет? То есть боец, который ни разу не проигрывал, он очень рискованный. То есть у него нет, чего-то не хватает. То есть надо получить пару раз нокаут, чтобы понимать вот это вот чувство. Давай о наших пенатах немножко. И не только о наших. Ну, там, я не знаю, Казахстан, Центральная Азия, Кавказ. Вот не хотелось бы к конкретному рынку привязаться. Да. СНГ. Не, я тебе сейчас географию накидываю, да. Там, я не знаю, Соединенные Штаты, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка. Сейчас просто всю карту перечислил, кроме Африки, да. Есть разница в ведении Между чем? бизнесов и стартапов? Ну, принципиальная. Вот здесь вот еще один накидаю. То есть, Давай. видишь, мы как будем куда-то потом записывать? Нет. У меня с этим все хорошо, в том смысле, что я постоянно генерирую их. Мой тезис. Стартап, опять же, в отличие от бизнеса, он не может быть локальным. В принципе. Никогда. Второе, очень или даже третье важное отличие бизнеса от стартапа. Потому что ему нужно показать рынок, рост. Этот рост должен быть вот такой. Если он через 2-3 года, куда он упрется? Это такой аналогия. Я люблю аналогии всякие. Вот это для стартапа локальный рынок, это все равно, что ты нырнул в бассейн, чуть-чуть 2 грибка сделал, у тебя бортик. Так. Ну, то есть тебе некуда расти. У тебя, и, соответственно, амбиций нет. Еще одна важная вещь, да, то есть стартап – это амбиции. Амбиции фаундера. То есть он хочет быть непростым, он не хочет быть как все. Соответственно, ему нужны амбиции. Я хочу завоевать мир. Молодец, вперед. С проектом Абай, ab.ai. Так было? Так и было, конечно. И как у вас дела? Только мировой.
Все хорошо, мы делаем то, что никто не делает в мире. Расскажи в двух словах, потому что есть вдруг кто-то из наших зрителей, не только твои фолловеры и мои, которые знают об этом проекте, немножечко. Слушай, ну нам пока рано пиариться, потому что Так. мы не привлекаем инвестиции, мы набираем сейчас пилотные проекты, работаем с ними. Вот, поэтому так сильно рассказывать Просто, в никто. смысле, что Ну, он суть в том, что мы генерим, так, если коротко, мы генерим и обрабатываем картинки для электронной коммерции, заменяем фотосессию. То есть фотореалистичное изображение, которое не требует фотосессии, делается на автомате, стоит очень дешево. То есть мы закрываем гэп для электронной коммерции, который называется производство контента. Очень круто. Это очень большая проблема. Я всю жизнь в электронной коммерции, поэтому я знаю, это не просто боль, да, как вот любят, есть термин такой боль. Это не боль, это гэп. То есть огромная такая яма. Невозможно сделать фотографии всего своего товара, если у тебя больше 1000 наименований. Это очень проблематично. А давай разрушим еще один миф, связанный с бизнесом и стартапами. Точнее, со стартапами скорее. Да и с бизнесом тоже по очереди. Первое, дорогие зрители, я сейчас вот прям к вам крупным планом обращаюсь. Стартап — это не обязательно IT. Это очень... Согласен? С другой стороны, мы с тобой об этом говорили. Бизнес, который не использует цифровые какие-то технологии, то есть сейчас нет вообще, Не IT-бизнес. Все бизнесы IT. так или иначе. Да. Ну, вот еще один момент, да. Вот мы эту тему начинаем раскрывать, она все многограннее, да. Важно, Да. чтобы она не стала сложнее. Мгм. Наша задача упростить все-таки. Затронуть в основное, но упростить. Вот этот рост взрывной и так далее в большинстве случаев дает технология какая-то. То есть вот появился там Uber, да, все Да. стало быстро расти. За счет чего Uber стал расти? Потому что он бы по старой традиционной модели не мог бы захватить такое количество клиентов так быстро. Это не нужно было менеджер, в каждой стране нужно с кем-то договариваться, открывать компанию там, и так далее. А именно технология в большинстве случаев, или продукт по-другому, если назвать, он дает этот рост. И вот здесь как раз разница. Когда ты на входе делаешь бизнес, тебе это не обязательно. Ты можешь просто людей нанимать, и у тебя будет расти все. А для стартапа вот этот ключевой является технология, то есть какая-то мулька, которая позволит очень быстро расти. Кстати говоря, больше всего тормозит рост вот такой быстрый, да, который 3-10 раз в год. Ты знаешь что? Что? Люди. То А, есть их надо да. нанимать, их надо находить, они там их надо обучать там, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы говорим про... Почему это в большинстве случаев IT? Потому что людей надо меньше. Давай еще об одном очень важном моменте. Мы об этом уже прошлись. Бизнес и стартапы. Разница в том, что стартап априори создается для экспансивного роста, экспрессивного. Второе, обязательно... Экстенсивного. Господи, слово забыл, да, простите. Второе, он сразу думает, стартап, о Продажи. продаже. Третье, он не локальный. Не локальный. Ну, куда он вырастет, если он будет Да. локальный? Да? Ну, и под нелокальный имеется в виду, что есть Не два, для одного наверное, рынка. примера. Не для одного рынка. Ну, это может быть условно не для рынка одного города, а для рынка там всех городов твоей страны, а впоследствии стран. Или надо сразу странами мерить? Надо сразу странно мерить. Ты мне одно только скажи, мне куда смотреть, потому что ты смотришь в камеру, Нет, а я я как будто на периодически тебя смотрю. обращаюсь к зрителям. Ты вот смотри вот в эту, которая вот хорошо. она, да, крайняя. Смотрите, Давай. есть 3 типа стран. Первый эшелон — это Штаты, там Китай. Что у нас там? Больше ничего и нет. Япония. Ну, имеется в виду по размеру рынка. По размеру, так. По размеру рынка. Вот. Потом идет второй эшелон. Давай ты мне рассказывай, да, нормально. Там идет второй эшелон, да, это, ну, не знаю, там Бразилия, Канада, что-то такое, да. Да. Потом идет там третий эшелон, это маленькие страны. Вот у маленьких стран такого вопроса вообще не стоит. Это имеется в виду Израиль, там, Кипр, Сингапур, Финляндия туда же и так далее.
у них нет вообще не стоит вопрос делать что-то для локального рынка, потому что его нет. Ну, то есть никто не будет делать какой-то продукт для локального рынка. Зачем? Да. Поэтому сразу направленность международная. Те, которые работают, например, в Штатах, они чисто теоретически могут там оставаться в Штатах и так далее. А вот средние страны, они довольно часто попадают в эту ловушку. Кажется, что есть рынок, Как а мы на в самом данном деле... случае в Казахстане, да? Да. Так, ну-ка, давай подробнее. Кажется, что есть рынок, на самом деле, как только ты делаешь какой-то продукт или как-то вот у тебя начинается вот эта штука, он сразу заканчивается. То есть он не успевает начаться, сразу заканчивается. Для бизнеса, опять же, нет проблем. Мы его потолка достигли, потом шире там расширяем ассортимент, еще что-нибудь. А для стартапа все. И мало того, еще один тезис, что вот когда ты его делаешь с локальным прицелом, он потом не конвертируется в глобальный. Вот кажется, что Вроде и бы для ты- бизнеса, да. Да, вроде бы ты можешь потом что-то там переделать, а но нет. не Если получается. это не заложено в фундаменте, Да. вот, простыми словами. Мы же хотели с тобой Простыми словами. Если модель стартапа, ну вот эти как минимум там 3-4 ключевые вещи, о которых мы говорили, рост, международные рынки, что там у нас еще? Направленность на продажу. Направленность на продажу. Если они не заложены в изначальную модель, то не получится ничего. Ничего не получится. В смысле, Ну, он не потому что будет, да. потом ты дойдешь до какого-то этапа, и тебе окажется, что, ой, а я не так сделал с самого начала, и до свидания, никто у тебя не купит. Его же Вот. должны купить. Поэтому, дорогие друзья, сразу думайте о том, что вы будете запускать, бизнес или стартап. И еще раз напомним, наверное, все-таки надо сначала поделать бизнес, а потом стартапы. Не обязательно, но желательно. Ну, это хорошо, да, это правильно, потому что вообще бизнес – это умение продавать. Так, Вообще, по большому счету, ни продукт, ни производство, ничего не имеет значения. Ты либо умеешь продавать, либо не умеешь. Надо научиться это делать. Надо научиться свой продукт, свой труд и так далее продавать. Если ты работал все время в найме, ну, то в какой-то степени ты умеешь это продавать, когда ты резюме да. заполнял там и так далее. Но ты на рынок не выходил, по большому счету, с чем-то. Ты как вот эти вот ребята, помнишь, были цепторы и так далее, ходили Да. там всем продавали. Вот. Вообще это бизнес. Продать снег зимой. Очень круто. Вот это бизнес, а все остальное не бизнес. Ну, то есть это не имеет значения. Это может быть производство, может быть еще что-то. Может быть программирование, продукт можно делать. Производство корпусной мебели не бизнес, пока оно Не продается. пока оно не продается, да. То есть, ну, что Это ты просто да. какое-то производство. Мы какие-то вроде очевидные вещи говорим, а Н- когда не- ты с этой стороны на них смотришь, такой, слушай, да. Слушай, ну это такие это очевидные вещи, да, но по-другому. оно почему, вот меня все время удивляет, мне все время нравится вот это. Очевидно, все банально, но почему все так делают? Почему все пилят продукт, условно говоря, там 90% таких условных стартаперов начинают пилить продукт? Зачем? Может, он никому не нужен? Ты как ты сейчас с точки зрения бизнес-инкубатора говоришь на Я вообще конкретном да. с точки зрения логики, зачем пилить какую-то штуку, тратить на нее деньги, если она в конце концов никому не будет нужна? Вот так делают большинство стартаперов. Вот прикол, да? Кстати, интересная формулировка в названии бизнес-инкубатор. Ты там бизнесы инкубируешь или стартапы? Стартап-инкубатор. Стартап-инкубатор. Это Да. я неправильно сказал. Да, инкубатор. Ну, это просто вот как раз эта стадия, по прохождению вот этой стадии научиться сделать какую-то штуку, которая продается. Вопрос, это будет в описании видео, собственно, как и другие полезные ссылки, включая наши личные аккаунты, какие-то там проекты. А человек, который сейчас смотрит и такой, слушай, Мара крутой, я могу к нему попасть в инкубатор? То есть как Слушай, самому ну у с нас тобой инкубатор, во-первых, так он громко называется, это такая модель, я просто люблю все по-своему сделать, по-другому. Там пока наши только проекты, 3 Мгм. проекта. Один мы как раз сейчас на стендбай поставили, потому что он оказался сложный. Сложный в реализации, сложный в продаже. Из 3 проектов у нас получилось один простой в реализации, простой в продаже. Не в реализации, а в масштабировании. Да. Второй
сложное масштабирование, простой в продаже. А третий и то, и другое, ну и то, и другое плохо. Поэтому мы его просто поставили. Я с самого начала поставил такую модель, хотя стандартные мнения на рынке, что ты должен обязательно только одним продуктом заниматься. Но, может быть, наш проект «Бизнес-номады» приведет как раз к тому, что у тебя все время что-то новое появляется, да и у меня тоже, что инкубирование стартапов будет какой-то такой отдельной Да, это историей скорее твоей всего, жизни, когда да? наши, я так называю это, оперились они, полетели, все, в этот инкубатор можно других брать. Но вообще в целом я, конечно, бесконечно менторю. То есть Да, почему? Потому что у меня есть бизнес-бэкграунд, да, такой не маленький, но всю жизнь этим занимаюсь. Я да, ничем не занимался, кроме бизнеса. да. Вот. Второе это то, что вот как раз стартапер это человек нетворкинга, да, то есть он одному помогает, другого сам что-то получает и так далее. Ты вот этот быстрый рост получаешь за счет быстрого обучения. Быстрое обучение это коммуникация, ты от людей все получаешь. Дорогие друзья, я могу сказать, что сегодня я с каким-то другим прицелом начинал наш проект, и сегодня ты меня уже сегодня поменторил так нормально. Я Это прям- называется сдвиг сознания. Обычно после Да. разговора со мной через час ты становишься другим человеком. Смотри, мы уже полчаса говорим, мы договаривались о том, что первый, во всяком случае, полусезон наших выпусков будет компактным. Есть еще какие-то ключевые теги, вехи, отличия бизнеса от стартапов? Ну, есть, я, наверное, все затронул. Ну, вот еще раз повторю ключевую штуку. Это цели, амбиции. То есть мы в конечном итоге всегда будем к этому возвращаться. Что ты хочешь в своей жизни? Насколько ты амбициозен? Вот, кстати говоря, мне кажется, что это вообще одна из самых больших проблем. Я смотрю, разговариваю с людьми, стартапами, амбиций не хватает. То есть ограничивать себя очень, очень какими-то местечковыми целями. Вот, И это, поэтому, и это не какие-то розовые очки, дорогие друзья, это реальность. да, Да? но это почти не лечится. Я имею в виду про другое, что в смысле можно и нужно желать большего. Нужно желать сделать свой продукт лучшим в мире. Нужно желать быть номер один в каком-то рынке. Опять же, международно, не рынки деревни своей. Это нормально. То есть это ничего такого в этом нет. Это не оторванность от жизни. Это всего лишь просто амбиции, всего лишь цели. Смотри, это очень легко из спорта идет. Если ты хочешь... Я плаванием занимался Да. 8 лет. Да. Если ты ныряешь и хочешь быть первым, ты можешь быть вторым, может быть третьим. А если ты ныряешь, ты хочешь быть пятым, то ты будешь десятым или вообще не доплывешь. Поэтому хотеть быть первым – это вообще нормально. Ничего такого в этом нет. Это не оторванность никакая, ничего. Это просто твое желание. Я понял, что в последнее время мне достаточно много попадалось. Может быть, какой-то тренд такой в мире на некоторую депрессию, да, что, ой, вот эти все стартаперские истории, ты сам говорил, только 2% успешных Да-да. добиваются, и да-да-да, но при этом никто не говорит, там, что остальные 98, они не в смысле умерли, они просто там, часть из них вышла раньше, да, пусть они там не ярд сделали, а там 100 миллионов долларов, Да. ну, как бы тоже Они, нормально. может быть, вышли раньше, Да, они прокачались в чем-то. Да. То есть на самом деле это игра почти всегда с выигрышем. Вот эта вот история, что как будто ты лузер, да? Вот Нет, и- ты с выигрышем все Да равно. ла- И чуть ли не главная мысль сейчас от человека реально из рынка, что это Ну, это с выигрышем. Ты-то прокачался. Ну, сгорел твой стартап еще. Ты вот получил контакты, ты получил опыт в этом смысле не та штука. Ты получил качества в себе какие-то, боевые там и так далее. Если ты с самого начала сливаешься, ну, значит, ты проверил себе, тоже плюс, да? Да. Ты проверил, что это не для тебя. Ну, хорошо. Тогда не тратишь на это время людей и себя. Дорогие друзья, я поздравляю вас, нас на самом деле в первую очередь, да и вас, конечно, с тем, что мы запустили проект «Бизнес-номады». Сегодня официально Марат Ижанов, Серик Акишев. Мы рассказываем о бизнесе и стартапах. Еще периодически к нам будут приходить разные гости. Обязательно. То, что можно обсудить, что вас интересует, пишите в комментариях. Это обязательно. Пока какие-то призы разыгрывать не будем. Зачем нам это? Да, Да, чуть позже. я думаю, что у нас сам контент сам по себе достаточно интересный.
Возможно, все-таки впоследствии, вот сейчас во время записи первой беседы, я понял, что хочется делать, ну, как назовем это, лонгридами. Но пока мы будем себя ограничивать. Мне Ограничить кажется, обязательно, потому что и так концентрат, ты заметил, да? Концентрация информации очень большая, тезисов очень много. Их да. надо еще переварить. Это не так, ну, это не так легко заходит. И тезисы укажем в описании эти 5, или лучше пусть Напишем, обязательно напишем? Да, мне кажется, чтобы человек посмотрел, такой, ага, Да, запомнил, обязательно. да. Мы пока каких-то коммерческих целей не преследуем, пока, да. Мы решили делиться этим опытом, понимая, что в дискуссии, смею надеяться, умных людей рождается истина и польза. Это «Бизнес-номады». Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, где бы вы нас не смотрели. Пока. Пока. И посидим 15 секунд, ладно? Просто вот так вот друг на дружку посмотрим. В принципе, совсем Можно немножко. еще свои аккаунты указать потом. Это же все там внизу, да, будет. Ну, имею в виду голосом говорить, что Где что? подписывайтесь на нас там и там.